to my heart. Tell me I'm the only one. Is this okay? Hello there, it's me, your favorite tutor, Этельтян. Today we're gonna study magic. Здрасте, с вами я, Этельтян, ваша лучшая репетиторша по магическому реализму? Возможно. Итак, меня попросили обозреть несколько книг, среди которых первая в списке была «Полковнику никто не пишет». Это действительно очень короткий и популярный рассказ Габриэля Гарсия Маркеса. Кто такой Габриэль? Почему он Гарсия? Почему он Маркеса? И при чем тут магический реализм? Хороший вопрос. Лично я всегда считала, что магический реализм — это когда в произведении происходит что-то волшебное, что воспринимается как само собой разумеющееся и обыденное. Как, например, в понедельник начинается в субботу Стругацких, или женщина Казанова Пазолини, которая умела писать через попу. Как бы все само собой разумеется, все как так и надо. Я еще не дочитала до магической части «Полковнику никто не пишет», но заранее хочу сказать, что я как опытная 200-летняя эльфийка, пользовавшаяся в свое время магией у себя на родине в Ифляндии, могу вам гарантировать с уверенностью, что на вашей планете не осталось ничего сверхъестественного, но ничегошеньки. Кроме редких мигрантов из волшебных миров. Когда-то давно планета была очень популярна среди переселенцев на заре человечества. Современные ученые, когда находят останки, скажем, орков или хоббитов, они их просто классифицируют как подвиды людей. Что, в принципе, по большому счету, правильно. Хотя на самом деле было бы правильнее считать, что люди — это подвид эльфов. Что, в принципе, не важно. Магии у вас нет, потому что вы живете в очень странном месте. Это планета, она шарообразная, она вращается, летает. А магия настоящая, она законам физики не подчиняется. И поэтому она, как правило, не подчиняется гравитации. И летает так, сверху там, в облаках, в мире идей. Ее разметало, поэтому ее не осталось. В принципе, последние остатки магии на планете были именно в каких-то углублениях, во всяких чашеобразных храмах, пещерах, особенно в пещерах. Атланты пытались построить город под водой, чтобы магию придавливала толщиной воды, и она никуда не улетучивалась, потому что там такая впадина, и она зацепится за эту впадину, когда будет лететь с планеты вниз, шарообразной. На какое-то время этого хватило, но, как нетрудно догадаться, со временем, по мере истощения магии, все сверхъестественное, включая нечисть, богов, магические практики, улетучилось, остались только сухие воспоминания. Конечно же, кристаллизованную магию еще можно найти в глубоких шахтах. Определить магический кристалл очень просто. Они светятся в темноте без воздействия ультрафиолета. То есть фосфоры и всякие люминофоры, они просто насасываются солнца, а потом выплескивают его обратно. В то время как настоящая концентрированная магия, она светится сама по себе, источая энергию, и не нужны никакие стимуляторы. И, как нетрудно догадаться, я сейчас, конечно же, говорю о всяких плутониях и прочих весьма опасных материалах, с которыми лучше никак не взаимодействовать неопытному, неподготовленному к магическим экзорсисам обывателю. И, конечно же, вы уже догадались, что современный конфликт в Иране из-за обогащения урана и так называемого ядерного оружия — это скрытый конфликт в попытке подавить пользование магией, потому что если они ее изучат, то, сами знаете, этим фанатикам доверять магию ни в коем случае. В Советском Союзе за магию отвечал Берия. Как нетрудно догадаться, плохо кончил, но его программа, в принципе, продолжала действовать какое-то время.
Мне кажется, сейчас всю магию просто вывезли и продали втихаря американцам, ну как сейчас, в 90-е. А то, что сейчас делают, просто тратится вот вообще абсолютно все запасы магии, которые сейчас добывают на территории бывшего Советского Союза, они просто тратятся на продление иллюзии существования Путина, потому что он как бы голографически его проецирует круг магов, и по мере того, как у них заканчивается ресурс, нужно их подпитывать из шахт. Вот. Давайте читать Маркеса и анализировать, что ж там у него магического. Мне кажется, ничего. Ну, сейчас узнаем. Полковник открыл жестяную банку и обнаружил, что кофе осталось не больше чайной ложечки. Он снял с огня котелок, выплеснул половину воды на земляной пол и принялся скоблить банку, вытряхивая в котелок последние крупинки кофе, смешанные с хлопьями ржавчины. Пока кофе варился, полковник сидел около печки, напряженно прислушиваясь к себе. Ему казалось, что его внутренности прорастают ядовитыми грибами и водорослями. Стояло октябрьское утро, одно из тех, что трудно пережить даже такому человеку, как полковник, привыкшему к томительному течению времени. А ведь сколько октябрей он пережил! Вот уже 56 лет. Столько прошло после гражданской войны. Полковник только и делал, что ждал. И этот октябрь был в числе того немногого, чего он дождался. Жена полковника, увидев, что он входит в спальню с кофе, подняла москитную сетку. Этой ночью ее мучил приступ астмы, и теперь она была в сонном оцепенении. И все же приподнялась, чтобы взять чашку. «А ты?» «Я уже пил», — солгал полковник. Там оставалась еще целая столовая ложка. В этот момент раздались удары колокола. Полковник вспомнил о похоронах. Пока жена пила кофе, он отцепил гамак, в котором спал, скатал его и спрятал за дверью. «Он родился в 22-м году», — сказала женщина, думая о покойнике. «Ровно через месяц после нашего сына, 6 апреля». Она дышала тяжело, прерывисто, отпивая кофе мелкими глотками в паузах между глубокими вздохами. Ее тело с тонкими хрупкими костями давно утратило гибкость. Затрудненное дыхание не позволяло ей повышать голос, поэтому все вопросы звучали как утверждение. Она допила кофе. Мысли о покойнике не оставляли ее. «Ужасно, когда тебя хоронят в октябре, правда?» — сказала она. Но муж не обратил внимания на ее слова. Он открыл окно. Во дворе уже хозяйничал октябрь. Разглядывая сочную густую зелень, следы дождевых червей на мокрой земле, полковник вновь всеми внутренностями ощутил его мокрую пагубность. «У меня даже кости отсырели», — сказал он. «Зима», — ответила жена. «С тех пор, как начались дожди, я твержу тебе, чтобы ты спал в носках». Шел мелкий, докучливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак, но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах. «Да, октябрь», — прошептал он, отходя от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном к ножке кровати. Это был бойцовский петух. Ну что ж, мы прочитали самое начало. Это где-то 1/100 от 1% от книги. И что тут магического? Пока что ничего. Судя по тому, что в октябре у них дождь вместо снега, сентябрь, октябрь, и вся зелень еще сочная, они живут где-то в очень теплом месте. А судя по тому, что у него бойцовский петух, они живут там, где практикуют петушиные бои.
Габриэль Гарсия Маркес звучит по-латински, значит, наверное, действие происходит в Латинской Америке. Нам очень живописно показывают главного героя и его жену. Они старые, больные, дряхлые, плесневелые. Почему-то не могут себе добыть нового кофе, хотя в Латинской Америке кофе под каждым кустом растет. Просто сходи в сад, набери кофе. Можно просто из урны достать на улице, его настолько много везде. Вот он так противно, они такие все больные, какие-то похороны. Колокол мотивирует нас читать дальше, потому что пока что была экспозиция, и никакой загадки, никакой интриги нам не выдали. А всем известно, что у читателей очень низкий порог внимания, и им нужно сразу же с первых страниц дать интригу, чтобы был стимул читать дальше. Что-то должно обязательно происходить. Нельзя просто рассказывать про чью-то жизнь, про чью-то биографию. Нужно, чтобы заинтриговать, что-то сделать. Вот какие-то там похороны. У них там какой-то умер, видимо, сын, потому что... Или он... жена упомянула сына вскользь. Нам не говорят напрямую ничего. Нам дают косвенную экспозицию, маленькими деталями показывая все. Они могли бы просто написать парой предложений, что жил-был полковник, он был старый и дряхлый, жена у него тоже была старая и дряхлая, жили они в Латинской Америке, погода была скверная, когда-то давно у них умер сын, и теперь они снова шли на похороны. Но вместо этого Габриэль Гарсия Маркес красиво расписал все вот на такие большие интересные куски. Настроение наимеланхоличнейшее. Читать очень грустно. Полковник отнес чашку на кухню и завел в зале стенные часы в футляре из резного дерева. В отличие от спальни, слишком тесной для астматика, зал был широким, с 4 плетеными качалками вокруг покрытого скатертью стола, на котором красовался гипсовый кот. На стене напротив часов висела картина. Женщина в белом тюле сидела в лодке, окруженная розами и амурами. Когда он кончил заводить часы, было 20 минут 7. Он отнес петуха на кухню, привязал его у очага, сменил в миске воду, насыпал пригоршню маиса. Через дыру в изгороди прорезали несколько ребятишек. Они сидели вокруг петуха и молча уставились на него. «Хватит смотреть», — сказал полковник. «Петухи портятся, если их долго разглядывать». Дети не пошевелились. Один из них заиграл на губной гармошке модную песенку. «Сегодня играть нельзя», — сказал полковник. «В городе покойник». Мальчик спрятал гармошку в карман, а полковник пошел в комнату переодеться к похоронам. Из-за приступа астмы жена не выгладила ему белый костюм, и полковнику не оставалось ничего другого, как надеть черный, суконный, который после женитьбы он носил лишь в исключительных случаях. Он с трудом отыскал завернутый в газеты и пересыпанный нафталином костюм на дне сундука. Жена, вытянувшись на кровати, продолжала думать о покойнике. «Сейчас он, наверное, уже встретился с Августином», — сказала она. «Только бы не рассказывала Августину, как туго нам пришлось после его смерти». «Должно быть, и там спорят о петухах», — предположил полковник. Он нашел в сундуке огромный старый зонт. Жена выиграла его в лотерею, проводившуюся в пользу партии, которой принадлежал полковник. В тот вечер они были на спектакле. Спектакль шел под открытым небом, и его не прервали даже из-за дождя. Полковник, его жена и Августин, ему тогда было 8 лет, укрылись под зонтом и досидели до самого конца спектакля. Теперь Августина нет в живых, а белую атласную подкладку зонта съела мой. «Посмотри на этот клоунский зонт!» — привычно пошутил полковник и раскрыл над головой сложную конструкцию из металлических спиц. «Теперь он годится только для того, чтобы считать звезды». Он улыбнулся.
Но женщина даже не взглянула на зонт. «И так все», — прошептала она, — «нагнием заживо». Она закрыла глаза, чтобы ничего не мешало ей думать о покойнике. Кое-как побрившись, зеркала уже давно не было, полковник молча оделся. Брюки, тесно как кальсоны, облегавшие ноги, застегивались у щиколоток. Зачем я это читаю? Зачем я это читаю? Это невыносимо. Старые, мерзкие, больные, дряхлые, нищие. Когда-то давно они жили как нормальный средний класс, потом стали пенсионерами, пенсия маленькая, все прохудилось, нового ничего нет. Сын Августин умер, покойник умер, на детей брюзжат. Это невыносимо. Кальсоны у него, хорошо, давайте читать про его мерзкие старушачьи кальсоны на его дряблых старых ногах. Я вам могу тоже такого нагенерировать. Дряблыми, трясущимися от Альцгеймера руками, посхрустывая костяшками, покрытых соляными кольцеобразными наростами пальцев. Дряхлый старый полковник потянулся за своими колготками, пропитанными мочой и нафталином. Он начал судорожно натягивать их на свою покрытую целлюлитом ногу и кряхтеть. «Какой я старый, больной и несчастный», — сказал полковник, пёрнул и умер. Конец книжки. Фу, какое облегчение. Можно дальше не читать, а? Ей-богу, это невыносимо. Окей, ладно, я обещала подписчикам. Давайте. Все же лучше, чем играть в лунный РПГ. Зеркала у них даже не было. Деграданты. Брюки, тесно как кальсоны, облегавшие ноги, застегивались у щиколоток и стягивались на талии двумя хлястками, которые продевались через позолоченные пряжки. Ремня полковник не носил. Рубашка цвета старого картона и твердая, как картон, застегивалась медной запонкой, на которой держался и воротничок. Боже, как интересно. Но воротничок был порван, поэтому полковник решил и не надевать его, а заодно обойтись и без галстука. Он оделся так, будто выполнял какой-то торжественный ритуал. Его костлявые руки будто... Ой, все, я перематываю, я так не могу. Ой, спокойно, спокойно. Знаете что, это надо было делать с матом. Это надо было делать эротическим фанфикшеном. Про это эротические приключения полковника и его жены астматички. У меня бы лучше получилось. Ой, плохая Этели, плохая, все. Не делай так, не обижай классиков. Кому-то нравится эта книжка. Всем, кроме тебя, нравится эта книжка. У тебя просто вкус плохой. Так. Все же лучше, чем Паоло Коэльо, так что у него тоже там магический реализм. У латинских американцев в принципе магический реализм. И матриархат, подчеркнутый от индейцев, с которыми они образовали свою нацию. У них там, понятно, Латинская Америка много наций, но они, как правило, латиноамериканцы весьма такие похожие друг на друга. Считается, что это смесь генетическая местных индейцев, испанцев и чернокожих. Я понимаю, что в разных регионах по-разному все смешивалось, поэтому не будем смешивать Южную Америку, вроде Аргентины, с каким-нибудь латинско-американским местом вроде Мексики. Так что,
подождите, Мексика... Ну да. Это как раз то, что я хотела сказать. Плохая я плохая, извините. Так вот, там у многих был матриархат, передавшийся от индейцев. Возможно, именно поэтому ругательством считается кахонес, яйца. Хотя лично я не понимаю, почему это ругательство, потому что во всех остальных цивилизациях яйца это как бы большая гордость. Да. Например, цари и короли, они когда регалии свои получают, когда их водружают на трон, они в качестве символа своей власти держат в одной руке здоровенный шар, яйцо, в другой руке палку, скипетр. Шар называется по-разному, иногда держава, например. Посох называется скипетр, он обычно тоже не доходит до пола, вроде булавы такой. И это символизирует яйца и волшебную палочку, если понимаете, о чем я. Этот лингам, как там его, мужское вот эту вот силу волшебную. Почему так? Потому что культура глубоко андроцентрична и антропоцентрична. Именно поэтому очень многие зациклены на каком-то одном боге-мужчине и считают, что всех остальных не бывает, все остальные неправильные, и вот, а их один правильный и мужчина. Хотя, если поизучать планету, то окажется, что вы-то, дорогие мои, вообще в меньшинстве. У китайцев с индусами, которые большинство населения, и если к ним еще африканцев совокупить, нету никакого централизированного бога-монарха-мужчины со своим скипетром и державом. У него там другое, у них там другое все у этих наций, у него, у большинства человечества. Поэтому расширяйте свои эти границы и меняйте мышление с устаревшего на космополитическое. Ладно, давайте мучиться дальше с этим полковником. Я бы тоже ему не писала, если честно. Ему нужно писать, БАДы ему нужно рекламировать, этому полковнику. Жена заметила, как сильно постарел ее муж. Мы тоже все заметили, как он постарел. И волосы у него жесткие, и кожа у него морщинистая. Сколько можно это описывать? Все у них там сыро, все у них там плохо. Так, перематываем, диалоги. О, начинается, похороны. С собой движуха пошла. Во. Полковник сразу вошел в дом, чтобы выразить соболезнования матери покойного. Он тотчас почувствовал запах множества цветов. Ему стало душно. Он начал протискиваться сквозь толпу, забившую спальню. Кто-то уперся рукой ему в спину и протолкнул в глубину комнаты, мимо вереницы растерянных лиц. Туда, где чернели глубокие, широко вырезанные ноздри покойника. Мать сидела у гроба, отгоняя мух веером из пальмовых листьев. Другие женщины, одетые в черное, смотрели на мертвое тело с таким выражением, с каким смотрят на течение реки. Вдруг в толпе раздались голоса. Полковник отстранил какую-то женщину, наклонился к матери покойного, положил руку ей на плечо, стиснул зубы. «Мое глубокое соболезнование». Мать не подняла головы. Она открыла рот и завыла. Полковник вздрогнул. Он почувствовал, что бесформенная масса, разразившаяся жалобными воплями, толкает его на труп. Он попытался ухватиться за стену, но руки, не находя ее, натыкались на тела людей. Чей-то мягкий, тихий голос произнес над ухом: «Осторожней, полковник!» Он обернулся. Взгляд его упал на покойника. Того было трудно узнать. При жизни крепкий и подвижный, а сейчас завернутый в белое, с кларнетом в руках, он казался таким же растерянным, как полковник. Когда полковник поднял голову, чтобы схватить ртом немного воздуха, он увидел уже закрытый гроб. Плывет, раскачиваясь над головами людей, к двери.
по волнам цветов, раздавливая их о стены. Полковник вспотел. У него заломило суставы. Минуту спустя по векам ударили капли дождя, и полковник понял, что стоит на улице. Кто-то схватил его за рукав и сказал: «Скорее, кум, я жду вас». Это был Дон Сабас, крестный отец его умершего сына. Единственный из руководителей партии, который избежал политических преследований и продолжал жить в городе. «Спасибо, кум», — сказал полковник и молча зашагал под зонтом. Оркестр играл похоронный марш. Полковник заметил, что не хватает кларнета, и только тут до него по-настоящему дошло, что покойник действительно умер. «Бедняга», — прошептал он. Дон Сабас откашлялся. Он держал зонт левой рукой, подняв ее почти вровень с лицом, потому что был гораздо ниже полковника. Когда процессия миновала площадь, мужчины заговорили. Дон Сабас с опечаленным видом повернулся к полковнику. «Как петух, кум, живет себе». Тут послышался крик. «Куда вас несет с покойником?» Полковник поднял глаза. На балконе казармы в позе оратора стоял Алкайд. Он был в трусах и фланелевой рубахе, небритый, с опухшим лицом. Музыканты прервали похоронный марш, и почти сейчас же до полковника донесся голос отца Анхеля, что-то кричащего в ответ Алкайду. Полковник напрягал слух, слова заглушались шуршанием дождя по зонтикам. «Что там?» — спросил Дон Сабас. «Ничего», — ответил полковник. «Говорят, нельзя проносить покойника мимо полицейской казармы». «А, я совсем забыл!» — воскликнул Дон Сабас. «Все время забываю, что у нас осадное положение». «Но ведь это не бунт», — возразил полковник. «Мы просто хороним бедного музыканта». Процессия двинулась в другом направлении. Когда проходили бедную окраину, женщины, глядя на них, молча кусали ногти. А потом высыпали на середину улицы, и вслед похоронному шествию понеслась слова похвалы, благодарности и прощания, будто женщины верили, что покойник в своем гробу слышит их. На кладбище полковнику стало плохо. Дон Сабас оттолкнул его к стене, чтобы пропустить вперед людей с гробом. А когда потом с извиняющейся улыбкой обернулся к нему, то увидел, что лицо полковника окаменело. «Что с вами, кум?» Полковник вздрогнул. «Октябрь, кум». Возвращались той же дорогой. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо-синим. «Вот и кончился дождь», — подумал полковник. Он почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас вернул его к действительности. «Вам надо сходить к врачу, кум». «Я не болен», — сказал полковник. «Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои внутренности грызут дикие звери». «А», — сказал Дон Сабас. И простился с полковником у дверей своего дома. Нового, двухэтажного, с окнами, забранными железной решеткой. Полковник направился к себе. Ему хотелось как можно скорее стянуть черный выходной костюм. Через минуту он снова вышел, чтобы в лавочке на углу купить банку кофе и полфунта маиса для петуха. Нет, подозрительно похоже на русскую ктонь, знаете. Вот, русская ктонь вроде «Левиафан», «Жила-была одна баба», «Хвосталев машину», вот это вот все. Все пьют, все несчастные, кругом мряка, темнотяка и сырость. Что тут было магического?
Ну там гроб летал, вроде как. Но мы-то с вами понимаем, что это просто восприятие полковника. Вот такой весь. Эджлорд, драма Гвин в душе, но наружу этого показать не может, ведет себя странно, становится поперек гроба на процессии, что приходится отталкивать к стенам, привлекать внимание, все дела. Дружок его, этот Кун Сабас, который единственный из партий, там руководитель остался у них нетронутый во время чисток. Видимо, денежки-то с лотереи себе и потырил. И вообще все эти финансовые потоки на себя направлял, потому что живет в роскошном доме. Тоже мне друг, раз не может помочь полковнику, полковник там хрен без редьки доедает, даже зеркала в доме нет. А у Сабаса вон железные решетки на окнах, чтобы любимые горожане там ведь все друг друга знают. Вот все, там маленький городок заметно. От кого эти решетки? Настолько любят его там, что еще чуть-чуть и всю хату вынесут. Свои же соседи. Ну вот так. Ладно. Давайте читать дальше. Может быть, я осилю до конца. Вроде рассказ короткий. Полковник занялся петухом. Ой, надо было делать это с мат-фанфиком. Полковник занялся петухом, хотя в этот четверг предпочел бы полежать в гамаке. Дождь не переставал уже несколько дней. За прошедшую неделю водоросли у него в животе пышно разрослись. Ночью он проводил без сна. Не давали заснуть хрипы жены. В пятницу днем Октябрь сделал передышку. Приятели Аугустина, портные из мастерской, где тот работал, фанатики петушиных боев, воспользовались случаем и пришли посмотреть петуха. Петух был в форме. После их ухода полковник вернулся в спальню. «Что они говорят?» — спросила жена. «Они в восторге. Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха». «Не знаю, что они нашли в этом ужасном петухе», — сказала женщина. «Настоящий урод, голова слишком маленькая для таких ног». «Они говорят, что это лучший петух в округе», — возразил полковник. «Стоит не меньше 50 песо». Он был уверен, что этот довод оправдывает его решение сохранить петуха, оставшегося после сына. 9 месяцев назад, во время петушиного боя, его изрешетили пулями за распространение листовок. На злобу дня. «А что толку?» — сказала женщина. «Когда кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью». Полковник, который в это время разыскивал в шкафу свои плотняные брюки, задумался. Ну, понятно, текст не предназначен для чтения вслух. Переводчик немножко не рассчитал. Ну, бывает. «Осталось потерпеть несколько месяцев», — сказал он. «Уже точно известно, что бои будут в январе. Потом мы сможем продать его еще дороже». Брюки были мятые. Женщина разложила их на плите и стала гладить 2 духовыми утюгами. «Зачем тебе понадобилось выходить из дому?» — спросила она. «Почта». «Я совсем забыла, что сегодня пятница», — проговорила она, возвращаясь в комнату. Полковнику оставалось надеть только брюки. Она кинула взгляд на его ботинки. «Их уже пора выбросить. Ходи в лакированных». Полковника охватило отчаяние. «Но они похожи на сиротские. Каждый раз, когда их надеваю, мне кажется, что я убежала с приюта». «Там и есть сироты после смерти Аугустина», — сказала женщина. И опять убедила полковника. Он пошел к порту раньше, чем раздались гудки катеров. В лакированных ботинках, белых брюках и рубашке без воротничка, застегнутый на медную запонку. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливали катера. Пассажиры, измученные 8 часами неподвижного сидения на одном месте, сходили на берег.
Как всегда, это были бродячие торговцы и жители, что уехали из городка на прошлой неделе, а теперь возвращались к привычной жизни. Почтовый катер приходил последним. В тревожном ожидании полковник смотрел, как он швартуется. На палубе, привязанный к трубе и покрытый куском брезента, лежал почтовый мешок. Полковник сразу нашел его взглядом. 15 лет ожидания обострили интуицию. Петух обострил нетерпение. С той минуты, как почтовый инспектор поднялся на палубу, отвязал и закинул мешок за спину, полковник не упускал его фигуру из виду. Он следовал за ним по улице, параллельно порту, сквозь лабиринт лавок и складов с грудами разноцветных товаров, выставленных на показ. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал волнение. Всегда особое, но неизменно гнетущее, как страх. На почте ожидал газеты врач. Жена просила узнать, доктор, вас не ошпарили кипятком в нашем доме? Сказал полковник. Врач был молодой, с черными блестящими кудрями, да неправдоподобие великолепными зубами. Он поинтересовался здоровьем больной. Полковник отвечал подробно, не переставая следить за почтовым инспектором, который раскладывал письма по ячейкам. Его нетерпеливые движения выводили полковника из себя. Врач получил письма и бандероль с газетами. Отложив в сторону проспект научных изданий, он взялся за письмо. Инспектор, между тем, раздал почту присутствующим. Полковник впился взглядом в ячейку, куда клали корреспонденцию на его букву «Письмо». Авиа с синей полосой по краям конверта усилила его волнение. Врач сломал печать на пакете с газетами, пока он просматривал самые важные сообщения. Полковник не спускал глаз с ячейки. Ждал, что инспектор подойдет к ней, но тот не подошел. Врач оторвался от газеты, посмотрел на полковника, потом на инспектора, который уже сидел у телефонного аппарата, снова и снова на полковника и сказал: «Пойдемте». Инспектор не поднял головы. Для полковника ничего нет. Полковник смутился. «Я ничего и не ждал», — солгал он. Потом посмотрел на врача своим детским взглядом. «Мне никто не пишет». Они возвращались в молчании. Врач погрузился в чтение газет. Полковник шагал, как обычно. Казалось, что он ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли старые листья. Когда подошли к кабинету врача, начинало смеркаться. «Какие новости?» — спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. «Неизвестно», — сказал он. «Трудно вычитать что-нибудь меж строк, оставленных цензурой». На злобу дня. Полковник прочитал самые крупные заголовки. Международные сообщения. Вверху 4 колонки национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. «На выборы никакой надежды», — сказал полковник. «Не будьте наивны», — отозвался врач. «Мы уже слишком взрослые, чтобы надеяться на мессию». Полковник хотел вернуть газеты, но врач сказал: «Возьмите их себе, вечером почитаете, а завтра вернете». В начале 8-го на башне зазвонили колокола киноцензуры. Отец Анхель, получавший по почте аннотационный указатель, пользовался колоколами, чтобы оповещать пасту о нравственном уровне фильмов. Жена полковника насчитала 12 ударов. «Вредные для всех», — сказала она. «Уже почти год идут картины, вредные для всех». И, опустив москитную сетку, прошептала: «Мир погряз в разбрате». А вы нет, потому что Маркес не дописал самое сочное. Я бы дописала.
Полковник не откликнулся. Он привязал петуха к ножке кровати, запер двери дома, распылил в спальне средства против насекомых, потом поставил лампу на пол, подсветил гамак и лег читать газеты. Он читал их в той последовательности, как они выходили, от первой страницы до последней, включая объявление. Боже, какой же он зануда, и жизнь у него скучная. В 11 часов Горн возвестил наступление комендантского часа. Через полчаса полковник кончил читать и открыть дверь во двор, в непроницаемую тьму, и помочился, подгоняемый комарилами. Когда он вернулся в комнату, жена еще не спала. «Ничего не пишут о ветеранах?» — спросила она. «Ничего». Он погасил свет и улегся в гамак. Раньше хоть печатали списки пенсионеров, а теперь вот уже 5 лет не пишут ничего. Дождь начался после полуночи. Полковник задремал, но тут же проснулся от боли в желудке. Услышал, что где-то в доме капает. Завернувшись головой в шерстяное одеяло, он пытался определить, где именно. Струйка ледяного пота стекала вдоль позвоночника. У него был жар. Ему показалось, будто он плавает по кругу в каком-то студенистом болоте. Кто-то с ним разговаривал, а он отвечал, лежа на своей походной кровати. «С кем ты разговариваешь?» — спросила жена. «С англичанином, который народился тигром и явился в лагерь полковника Аурелина Буэндиа», — ответил полковник. Он повернулся на другой бок, весь пылая от лихорадки. Это был герцог Мальборо. Я уже думала бомбардира крокодила. Зачем я это читаю? Полковник явно самодеструктивный, потому что он болеет. У него лихорадка, температура, его трясет, но он ничего с этим не делает. Я понимаю, что это начало 20 века, и до антибиотиков еще 20 лет, поэтому особо сделать было и нечего. Но мог хотя бы, не знаю, перца душистого пожевать, чтобы у него водоросли в желудке не росли. Уф, пошло, ужас. Вспоминаю, содрогаюсь. Утром полковник чувствовал себя совсем разбитым. Когда колокола ударили к миссии во второй раз, он выпрыгнул из гамака и оказался в мутном предрассветном мире, под тревоженным пением петуха. Голова все еще кружилась, тошнило. Он вышел во двор, в тихие шорохи и смутные запахи зимы, и направился к уборной. Внутри деревянной, под цинковой крышей будки пахло мяком. Когда полковник откинул крышку, из ямы тучи взлетели треугольные мухи. Гадость, что ж там было? Тревога оказалась сложной. Сидя на неструганных досках, полковник испытал досаду. Позыв сменился глухой болью в кишках. Это он в туалет пошел. Ну хорошо, как будто в Sims играешь. «Так и есть», — прошептал он. «В октябре со мной всегда так». И застыл в позе доверчивого ожидания. Надо запомнить. Пока не угомонились грибы, растущие у него в животе. Затем опять пошел к дому за петухом. Мне начинает казаться, что грибы и водоросли — это такое описание микрофлоры. Знаете, сейчас для этого есть пробиотики, микробиом. А тогда, видимо, ни о чем таком не знали, поэтому там просто у него как бы грибы дрожжевые, молочница. Опять-таки, уже знали на тот момент, как это лечить. Уже 500 лет как знали. Паприка и черный перец с горошком. Пожалуйста, острый перец тоже. Наешься этого всего, и все твои дизентерии улетучатся. В Европе специи стоили очень дорого, потому что их было трудно найти. Они не росли в Европе. Поэтому дизентерия была так губительна. «Ночью ты бредил в лихорадке», — сказала жена. Она уже начала уборку. Это день немного после недельного приступа болезни. А полковник попытался вспомнить. «Это не лихорадка», — солгал он. «Мне снова снилась паутина».
всегда, после приступа жена была в возбужденном состоянии. Хо-хо. За утро она успела перевернуть все в доме вверх дном, переставила все вещи за исключением часов и картины с нимфой. Жена полковника была такой маленькой и бесплотной, что когда сновала по дому в мягких матерчатых шлепанцах и глухом черном платье, то казалось, будто она проникает сквозь стены. Но к 12 часам как бы обретала материальность и вес. Когда она лежала в кровати, ее словно бы и не существовало. Теперь же, двигаясь между горшками с папоротниками и бегониями, она наполняла своим присутствием весь дом. «Если бы уже прошел год со дня смерти Августина, я бы запела», — сказала она, помешивая варившиеся в кастрюльке нарезанные кусочками плоды этой тропической земли. «И если тебе хочется петь, пой», — сказал полковник. «Это полезно для желчного пузыря». Врач пришел после обеда. Полковник с женой пили кофе на кухне. Когда он рывком отворил входную дверь и крикнул: «Ну, как наши больные? Еще не умерли?» Полковник поднялся ему навстречу. «Увы, доктор», — сказал он, — «я всегда говорил, что ваши часы спешат». Женщина пошла в комнату приготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в зале. Несмотря на жару, полотняный костюм врача был безукоризненно свеж. Когда женщина дала знать, что готова, врач встал и протянул полковнику конверт с какими-то листками. «Здесь то, о чем не пишут вчерашние газеты». Полковник сразу догадался, что это была нелегальная сводка последних событий, напечатанная на мимеографе. Сообщение о вооруженном сопротивлении во внутренних районах страны. Полковник был потрясен. 10 лет чтения запрещенной литературы так и не научили его тому, что последние новости всегда бывают самыми обнадеживающими. Когда врач вернулся в зал, он уже кончил читать. «Моя пациентка здоровее меня», — сказал врач. «С такой астмой я бы прожил еще 100 лет». Полковник мрачно взглянул на него, не говоря ни слова, протянул конверт с деньгами, но врач не взял. «Передайте другим», — сказал он тихо. Полковник положил конверт в карман. «В один прекрасный день я умру, доктор, и прихвачу вас с собой в ад», — сказала больная, выходя к ней. В ответ врач лишь молча блеснул своими ослепительными зубами, потом размашисто пододвинул стул к столу и извлек из чемоданчика несколько рекламных образцов новых лекарств. Женщина, не останавливаясь, прошла на кухню. «Подождите, я подогрею кофе». «Нет, спасибо», — сказал врач, не поднимая головы. Он выписывал рецепт. «Я не предоставлю вам ни малейшей возможности отравить меня». Женщина на кухне засмеялась. Окончив писать, врач прочитал рецепт вслух, так как знал, что никто не может разобрать его почерк. Полковник изо всех сил старался сосредоточиться. Женщина, войдя в комнату, отметила для себя, что минувшая ночь не прошла бесследно для мужа. «Сегодня под утро его лихорадило, доктор», — пожаловалась она. «Почти 2 часа бредил о гражданской войне». Полковник вздрогнул. «Это не лихорадка», — упрямо сказал он, пытаясь взять себя в руки. «А кроме того, когда я почувствую, что мне и в самом деле плохо, я не стану на кого рассчитывать. Я сам выброшу себя на помойку». И он пошел в комнату за газетами. «Спасибо за цветы», — сказал врач. До площади они дошли вместе. Воздух был сухим. Асфальт начинал плавиться от жары. Когда врач прощался, полковник тихо сквозь зубы спросил: «Сколько мы вам должны, доктор?» «Сейчас нисколько», — сказал врач и похлопал его по плечу. «Вот когда петух победит,
пришлю вам огромный счет. Полковник направился к портняжной мастерской передать листовки друзьям Августина. Для него эта мастерская была единственным убежищем. С тех пор, как товарищи по партии были убиты или высланы из города, он превратился в одинокого человека, у которого нет иных занятий, кроме как встречать по пятницам почту. Дневное пекло еще больше воодушевило его жену. Сидя среди бегоний в коридоре у сундука со старой одеждой, она в который раз творила вечное чудо, создавая новые вещи из ничего. Если это и есть магический реализм, то я разочарована, потому что понятно, что это метафора. Воротнички из рукавов, манжеты и спинки, в общем, одежду она делала, какая молодец. Мозги у меня стали совсем деревянные. «Они у тебя всегда были такие», — сказал полковник. «Типичные бумеры, господи, нельзя так вести себя внутри семьи, нужно друг друга любить и поддерживать. С врагами нужно себя так вести, с теми, кто тебе не нравится, а не с любимой женой. Ты похожа на дятла. Угу. Чтобы тебя одеть, и нужно терпение дятла», — сказала она и развернула рубашку, сшитую из 3 кусков разного цвета. Только манжеты и воротничок были одинаковыми. «Если пойдешь на карнавал, достаточно будет снять пиджак». Ее перебил звон колоколов к вечерне. «И возвестил ангел Божий Деве Марии», — забормотала женщина, направляясь с одеждой в спальню. Полковник поговорил с детьми, которые по дороге из школы зашли посмотреть петуха. Потом вспомнил, что на завтра нет Маисы, и пошел в спальню просить денег у жены. «По-моему, осталось только 50 центава», — сказала она. Она завязывала деньги в уголок платка и держала их под матрас. Эти деньги были выручены за швейную машинку Августина. Они жили на них уже 9 месяцев, тратя сентава за сентава. На себя и на петуха. Сейчас там оставалось только 2 монеты по 20 центава и 1 в 10. «Купить фунт маиса», — сказала женщина, «а на оставшиеся купить кофе на завтра и 4 унции сыра. И позолоченного слона, чтобы повесить на дверях», — подхватил полковник. «1 маис стоит 42 центава». Они задумались. «Жуть, чувствую себя, как будто в этой книге. Вокруг происходит все то же самое, только я не пенсионерка, а молодая и пашу как лошадь. Впрочем, сейчас от меня ушло много учеников, хотя они должны были уйти в мае, но в этом году произошло что-то чрезвычайное. Я не знаю, почему их не удается удержать. Они не жалуются на мою трудовую деятельность. Я всегда говорю ученикам, буквально каждый урок эти фразы заканчиваю. Если вам чего-то хочется, если вам что-то нужно или не нужно, нравится или не нравится, говорите, и я буду преподавать так, как вы хотите. Мы можем всегда попробовать что-то новое». Они говорят, что все прекрасно, они всем довольны, а потом перестают со мной заниматься. И это при том, что я разноображу уроки, чтобы не делать с ними одно и то же. То есть если им верить, то проблема не во мне. Тогда почему от меня все уходят? Вроде бы и недорого беру. Днище по московским меркам. Ладно. Короче говоря, работать я стала больше, получать денег стало меньше. Хожу, шью себе из лоскутков рубашки, заворачиваю деньги в уголок, прячу под матрас и не могу накопить на маис. Кругом цензура, расстрелы и это... Уже слышатся отзвуки колокола где-то киноцензурного. Не хватает только заполучить какой-нибудь ужасный, не знаю, кишечный грибок. И сыра тоже ужас. Ладно, но у меня цветочки будут цвести, почечки распускаются, и я еще лелею надежду найти себе учеников спустя какое-то время, так что... «Петух — животное, значит, может потерпеть», — начала женщина. Но выражение лица полковника заставило ее умолкнуть.
Полковник сел на кровать, уперся локтями в колени и позванивал монетами в кулаке. «Дело не во мне», — сказал он после паузы. «Если бы зависело от меня, я бы сегодня же сварил из него похлебку и получил бы великолепное расстройство желудка на целых 50 песо». Он на миг умолк, раздавил комара на шее. Взгляд его перемешался по комнате, следя за женой. «Эти бедные ребята, вот что меня беспокоит. Ведь они откладывают деньги, чтобы поставить на нашего петуха». Теперь вновь пришла ее очередь задуматься. Она ходила по комнате, разбрызгивая средства против комаров. Полковнику вдруг представилось, будто она созывает на совет домашних духов. Наконец женщина поставила распылитель на маленький алтарь с литографиями, и ее глаза цвета сиропа взглянули прямо в его глаза цвета сиропа. «Покупай маис», — сказала она. «Одному Богу известно, как мы обернемся. Это чудо с переломленным... Что? Это чудо с преломлением хлебов. А что еще за преломление хлебов? Евангельское событие, в котором Иисус накормил 1000 людей чудесным образом, умножив 5 хлебов и 2 рыбы. 5 и 2 – 10. А людей было сколько? 1000 людей. Значит, Иисусу приходилось умножать все это. «Это чудо с преломлением хлебов», — повторял полковник в течение всей следующей недели, каждый раз, как садился за стол. Его жена с ее удивительной способностью создавать новые вещи из ничего, казалось, нашла способ и готовить из ничего. Октябрь продлил передышку. Сырость сменилась дремотным оцепенением. Воодушевленная медным сиянием солнца, женщина посвятила 3 вечера своим вазам. Ну, опять-таки, магический реализм еще не начинался. Никакой магии я тут пока не вижу. То, что женщины делают что-то из ничего, я сама постоянно делаю что-то из ничего. А книжка так и не думает заканчиваться. Ну что ж, посмотрим, как далеко я зайду. Хотя, мне кажется, ничего интересного там и не произойдет. Ну, не пишут ему. Ну, что там, бюрократическая ошибка какая-то была? Или он просто всех задолбал? Или цензура? Ну, петух, ну что может произойти? У нас 4 возможных варианта событий. Петух выиграет, они разбогатеют и в конце снова станут несчастливы. Потому что русская хтонь. Ну, я понимаю, что это Габриэль Гарсия Маркес, а не русская литература, но, по идее... деньги же не приносят счастья, не правда ли? Вот, казалось бы, все проблемы этой семьи из-за того, что у них нет денег. Не могут наскрести на маис, не могут отправиться на континент, навестить тех, кто должен писать им письма, не могут купить новое зеркало. Но на самом деле сына-то у них расстреляли не потому, что у них денег не было. И муж себя ведет паршиво не потому, что у него денег нет, допустим, на лекарства, а потому, что он просто дурной. Короче говоря, почему они вообще не работают? Чем они весь день занимаются? Я понимаю, что им там 70 лет, но откуда у них пенсия? Ладно, ну их, короче. Понятно, не работают, потому что пенсионеры. Наверное, сдают свою квартиру кому-то, студентам каким-то, и живут на ренту. Вот. Так что, в общем, следующий исход событий — это все бывшие друзья сына и весь город вообще поставить деньги на петуха, а петух в последний момент проиграет. И потом этого полковника пустят по кругу, чтобы отомстить ему всем городом. Это жена будет смотреть и говорить: я же говорила, надо было вместо маиса покупать иски. Да, такой вот вариант тоже неплохо, кстати, очень драматично, мне нравится. И тогда будет вывод, что ставки на спорт — это плохо, и не надо предаваться азартным грехам. Тоже хороший был бы вывод. Ну, не все произведения должны иметь какую-то мораль, поэтому у нас есть еще 2 исхода. 3-й исход — это ничья.
разочарование, продолжение статуса кво, и пошел тогда после ничьей полковник обратно. Стало ему еще грустнее, потому что его состояние вместе с грибами, ожиданием и этим зависанием в чистилище продлится вечно. Вот, тоже очень хтонично, мне нравится. Ну и последний, четвертый, магический, там, допустим, петух превратится в дракона, начнут там радуги стрелять из гидрантов, их сын оживет, все начнут петь, танцевать чечетку, и потом или это был сон собаки, или все действительно так и произошло. Вот, такой вот еще вариант. Я не вижу просто пятого исхода. Ну хорошо, давайте пойдем в постмодернизм. Пускай в последний момент полковник на это все плюнет, петуха даст в городское имущество священнику. Пускай священник пойдет с петухом на петушиные бои и с помощью Господа выиграет, а деньги, которые выиграет, пустит на благотворительность в черте города. А сам полковник возьмет жену, продаст их дом, и они поедут в кругосветное путешествие, чтобы в финале броситься в жерло вулкана и вместо ничтожной старости вспыхнуть как яркое приключение, ценное и невиданное, потому что их жизнь имеет смысл и ценность. Такой вот вариант, но этого тоже не произойдет, потому что, это же классическая литература, а не ПМО, значит, шансов тоже нет. Такое скучно, девочки. Что если я просто перемотаю в конец, а? Давайте сжульничаем. Вместо того, чтобы дочитывать книжку, я могу просто перемотать в конец и сделать выводы. Я так скучные детективы читаю. Убийца Дворецкий. Ну что, понеслось. Середина книги. Полковник положил на стопку в зале пачку линованной бумаги, ручку, промокашку, поставил чернильницу. Зачем я это читаю? Дверь в спальню он оставил открытой на случай, если придется советоваться с женой. Она молилась, перебирая четки. Какое сегодня число? 27 октября? Он писал очень старательно, положив руку, в которой держал перо, на промокашку, выпрямив спину, чтобы легче было дышать. Словом, так его учили в школе. Духота в доме стояла невыносимая. Капля пота упала на письмо. Полковник промокнул ее, потом попробовал стереть расплывшиеся слова, но получилось грязное пятно. Однако он не отчаялся, не отчаялся. Он сделал отметку и переписал на полях. Все права сохранены. Что, серьезно? Я не понимаю, это реально так? Ладно. Затем прочитал абзац. Когда меня включили в список, женщина, не прерывая молитву, задумалась. 12 августа 1949 года. Почти тот час пошел дождь. Полковник заполнил страницу крупными, почти детскими буквами, какими его учили писать в государственной школе в Манауре. Потом вторую страницу до середины и поставил подпись. Он прочитал письмо жене. Она слушала, одобрительно кивая после каждой фразы. «Ты бы мог попросить кого-нибудь перепечатать письмо на машинке». «Нет», — ответил полковник, — «я уже устал просить об одолжениях». Полчаса он слушал, как дождь стучит по пальмовым листьям на крыше. На город обрушился настоящий потоп. После наступления комендантского часа опять где-то начало капать с потолка. «Давно бы так», — сказала женщина. «Всегда лучше вести свои дела самому». «Это никогда не поздно», — сказал полковник, прислушиваясь, как капает вода. «Может быть, вопрос решится раньше, чем кончится срок закладной на дом». Так, что мы узнали? Мы узнали, что его включили в список в 49-м. Значит, сейчас 60-е годы. То есть Гагарин уже даже в космос полетел, а у них там до сих пор какая-то отсталая киноцензура и прочие ужасы. Да уж, планета развивается неравномерно. Где-то киноцензура и ужасы, а где-то роботы ходят, нейросети сингулярность обретают. Да,
Ладно, что тут у нас? Манауре. Давайте узнаем, где это. Гуглим Манаура. Манаура — город, муниципалитет в северо-востоке Колумбии, территория департамента такого-то. Колумбия, значит. Значит, это все-таки не Мексика. Это страна, которая вот сразу в Южной Америке, рядом с Венесуэлой. Довольно крупная. Окей, хорошо. В Колумбии есть наркобароны. Еще мы узнали, что полковник заложил дом. То есть вот откуда у них деньги. Он взял кредит. Но подождите, если он взял кредит под стоимость дома, как он его выплачивает? С пенсии, что ли? А на что он брал кредит? Надеюсь, не на похороны сына. Ладно. Короче, он написал какое-то таинственное письмо. Давайте перемотаем, узнаем, куда он там будет его отправлять. Он держался только надеждой на письмо. Изможденный, с ноющими от бессонницы костями, он разрывался между домашними делами и петухом. Ой, тоже мне проблемы белых людей. У него работы нет, слушайте. Я понимаю, что он старый и дряхлый, но у меня вот есть работа. Ее немножко, и в этом проблема. Я бы хотела больше. Во второй половине ноября петух просидел 2 дня без Маиса. Полковник уже думал, что тот умрет. И тут он вспомнил о связке фасоли, которую еще в июле повесил над печкой. Он облущил стручки и положил петуху в миску горсть сухих фасолин. Ой, зря он так, вдруг им нельзя. Я не знаю, чем их кормить. Сейчас я посмотрю, можно ли петуху фасоль. Можно ли петуху фасоль? Так, только вареную, тщательно приготовленную, очень измельченную. Просто фасоль на кому набросать нельзя, может сдохнуть. Вот, я так и думала. Ладно. Так, поди сюда, позвала жена. Сейчас, сказал полковник, наблюдая за петухом. Для хорошего аппетита нет плохой еды. Когда он подошел к жене, вы все знаете, с другой стороны, петухи как бы едят камни. Потому что у птиц у них так желудок устроен, что внутри камушки перемалывают пищу. Потому что, как вы заметили, у птиц нет зубов. Поэтому, если он жрет камни, я думаю, фасоль его особо там не растерзает. Когда он подошел к жене, она пыталась приподняться на кровати, от ее тела исходил запах лекарственных трав. Отчеканивая каждое слово, она сказала: «Ты немедленно избавишься от петуха, сучка». Полковник знал, что рано или поздно она так скажет. Он ждал этого момента с того самого вечера, когда убили сына, и он решил сохранить петуха. У него не было времени подумать, что ответить жене. «Теперь уже не стоит», — сказал он. «Через 3 месяца начнутся бои, тогда мы сможем продать его гораздо дороже». «Дело не в деньгах», — сказала женщина. «Когда придут ребята, скажи им, пусть возьмут петуха и делают с ним, что хотят». Я держу его из-за Августина. Полковник давно приготовил этот довод. Представь себе, какое у него было бы лицо, когда он рассказывал бы нам о победе петуха. Женщина вспомнила сына. «Эти проклятые петухи погубили его», — прикинула она. «Если бы 3 января он остался дома, может быть, несчастье и не случилось». И продолжала, указывая на дверь тощим пальцем. «Как сейчас вижу его вон там, с петухом под мышкой. Как я просила его, чтобы он не искушал судьбу и не показывался на гальере. Гальера — специальное помещение для петушиных боев. А он только засмеялся и сказал: «Перестань, сегодня вечером мы будем купаться в золоте». I wanna be the very best to. Отсылка на покемонов, кто не понял. Ну, дальше у нас идет скучная лирика. Перематываем. Я думаю, финал разразится где-то ближе к концу, но не в самом конце, потому что книга очень многословная. А значит, и после финала нужно будет еще какой-нибудь воды налить где-то на четверть, на 5-ю часть книги точно. Так что я вот сейчас перемотала на 5-ю часть, и вот тут-то, наверное, и будет все самое интересное. Так, движуха, давайте ее искать. Вот, кажется, похоже. Не надо
было открывать окно, чтобы убедиться. Декабрь наступил. Он почувствовал его каждой косточкой еще на кухне, нарезая фрукты для завтрака петуху. Когда открыл дверь чудесный, петуху надо было дать имя Пикачу. Вот они не додумались, я теперь буду называть его Пикачу. Когда открыл дверь, чудесный вид двора подтвердил предчувствие. Трава, деревья, будка уборной словно парили в прозрачном утреннем воздухе. Жена оставалась в постели до 9. Когда она вышла в кухню, полковник уже убрал комнаты и разговаривал с детьми, сидевшими вокруг петуха. Ей пришлось обойти их, чтобы пробраться к печке. «Вы мне мешаете!» — крикнула она, бросив мрачный взгляд на петуха. «Когда мы, наконец, избавимся от этой злосчастной птицы?» Полковник внимательно посмотрел на петуха, стараясь понять, чем тот мог разозлить жену. Вид у петуха был невзрачный и жалкий. Гребень порван, шея и ноги голые, сизого цвета. Но он был в полном порядке, уже готов для тренировок. «Забудь о петухе, выгляни в окно», — сказал полковник, когда дети ушли. «В такое утро хочется сфотографироваться на память». Она выглянула в окно, но и лицо не смягчилось. «Я бы хотела посадить розы», — сказала она, возвращаясь к печке. Полковник подвесил на печке зеркало и начал бриться. «Если хочешь сажать розы, сажай», — сказал он. Он старался водить бритвой в такт движением жены, которую увидел в зеркале. «Их съедят свиньи», — сказала она. «Ну и что же», — сказал полковник, — «зато какими вкусными будут свиньи, если их откармливать розами». Он поискал жену в зеркале, увидев, что ее лицо по-прежнему мрачно. Вот блеск огня, оно казалось выполненным из той же глины, что и печь. Не спуская с нее глаз, полковник продолжал бриться вслепую, как привык за многие годы. Женщина, погруженная в свои мысли, надолго замолчала. «Поэтому я и не хочу сажать их», — наконец сказала она. «Что ж», — сказал полковник, — «тогда не сажай». Он чувствовал себя хорошо. Декабрь подсушил водоросли в его кишках. За все утро с ним переключалась только одна неприятность. Леон попытался надеть новые брюки и обосрался. Скука, 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 невыносимая скучнятина, ля-ля-ля. Серьезно, ничего не происходит, не просто говорят старыми старушачьими фразами. Ой, на улице погода, ой, в доме погода, на улице погода, в доме так скучно. Так. Они легли без ужина. Полковник подождал, пока жена кончит, и погасил лампу. Но уснуть не мог. Он услышал колокола киноцензуры, и почти сразу же после этого, а на самом деле часа 3 спустя, сигнал комендантского часа. От холодного ночного воздуха дыхание жены снова стало хриплым. Глаза полковника все еще были открыты, когда она заговорила с ним, на этот раз спокойно, примирительно. «Ты не спишь?» «Нет». «Прошу тебя, подумай как следует, поговори завтра с Акумом Сабасом. Он не вернется до понедельника». «Тем лучше», — сказала женщина, — «у тебя будет 3 дня, чтобы передумать». «Мне нечего передумывать», — сказал полковник. Липкие туманы октября сменились с приятной свежестью. Декабрь снова напоминал о себе. «Выпь!» — кричала теперь в другое время. В 2 часа полковник все еще не спал и знал, что жена тоже не спит. Он повернулся в гамаке. «Ты не спишь?» — снова спросила жена. «Нет». Она немного помолчала. «Мы не можем себе это позволить. Подумай только, что такое для нас 400 песо». «Уже недолго осталось. Скоро придет пенсия», — сказал полковник. «Я слышу об этом уже 15 лет». «Вот именно», — сказал полковник. «Поэтому теперь она не заставит себя ждать». Жена надолго умолкла, но когда она заговорила вновь, полковнику показалось, что не прошло и секунды. «У меня такое чувство, что эти деньги не придут никогда». «Придут. А если не придут?»
На это полковник уже не ответил. Первые крики петуха разбудили бы его, но он тут же опять погрузился в сон. Глухой, без сновидений. Когда он проснулся, солнце стояло высоко, жена еще спала. Методично, хотя и с двухчасовым опозданием, полковник проделал все, что обычно занимался к утрам, и стал ждать жену, чтобы, боже мой, как скучно. Пора покушать, пора покакать, пора покушать, пора покакать. Мы такие старые, как дела у доктора, божечки, кошечки, как это можно читать? Мне кажется, надо мной просто пошутили мои подписчики. Ну ладно, бывает. Я свое дело выполнила. Как бы я прочитала. Давайте вам вслух дочитаю. Вот уже конец пришел, все еще ничего не происходит. Она появилась в дверях, как привидение, освещенная снизу едва горевшей лампой. Прежде чем лечь, она погасила лампу, но все продолжала говорить. Давай сделаем вот что. Прервал ее полковник. Единственное, что можно сделать, это продать петуха, сказала женщина. Ну, можно продать и часы. Никто их не купит. Завтра предложу их Альвара за 40 песо. Не даст. Тогда продадим картину. Женщина снова встала с постели и заговорила. Полковник почувствовал ее дыхание, пропитанное запахом лекарственных трав. Ее не купит. Посмотрим, сказал полковник мягким, спокойным голосом. Сейчас. Если завтра ничего не продадим, тогда и подумаем, что еще можно сделать. Он пытался не закрывать глаза, но сон сломил его. Полковник провалился в забытье, где нет ни времени, ни пространства, и где слова его жены приобрели иной смысл. Но через минуту почувствовал, что она трясет его за плечи. «Ответь же мне!» Полковник не знал, услышал он эти слова во сне или наяву. Светло. В окне явно обозначилась светлая зелень воскресного утра. Начинался жар. У полковника начинался жар. Веки горели. Лишь с большим трудом он собрался с мыслями. «Что мы станем делать, если не сможем продать ничего?» Не унималась женщина. «Тогда уже будет 20 января», — сказал полковник, окончательно проснувшись. 20% выплачивают в тот же день. «Если петух победит», — сказала женщина, — «а если нет? Тебе не приходило в голову, что его могут побить? Нашего петуха не могут...» Я почти закончила. Это так сложно, это так скучно. Ладно. Что мы станем делать, если не сможем продать ничего? Не унималась женщина. Тогда уже будет 20 января, сказал полковник, окончательно проснувшись. 20% выплачивают в тот же день. Если петух победит, сказала женщина. А если нет? Тебе не приходило в голову, что его могут побить? Нашего петуха не могут побить. А вдруг побьют? Остается еще 45 дней, сказал полковник. Зачем думать об этом сейчас? Женщина пришла в отчаяние. А что мы будем есть все это время? Она схватила его за ворот рубашки и силой тряхнула. Скажи, что мы будем есть? Полковнику понадобилось прожить 75 лет. Ровно 75 лет, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. И он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно ответил: «Иди, Ремо». Конец. Ну что ж, большое спасибо подписчикам, я вас люблю и уважаю. Простите, что наши вкусы не совпадают. Я понимаю, музыкальный вкус – дело очень интимное, литературный вкус, очевидно, тоже. Знаете, есть детская книга «Дом из зеленого стекла». Так вот, она написана очень сложным языком, но читать ее интереснее, чем это. То есть, как бы, даже детская литература третьей руки, о которой никто никогда не вспомнит, ни в каком учебнике, боже упаси. Лучше, чем это. Хотя вслух читать ее было бы, наверное, невозможно. Но все-таки.
Ну, вы поняли, да? То есть, как бы, взрыв мозга. Возможно, если очень сильно ужать этот текст с помощью нейросетки, то его можно прочитать по приколу. Ну, знаете, в кресле качалки. Но о чем это произведение? Это просто русская хтонь. И в конце открытый финал. Ну, спасибо, я люблю открытый финал. Но, как бы, ни о чем вообще. Очень жаль. Потратила впустую время. В смысле, я такая культурная, так обогатилась, так преисполнилась. Я теперь читала Габриэля Гарсия Маркеса. И вы тоже такие культурные у меня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы теперь вместе будем жрать дерьмо. Хорошо, что у нас там на очереди? Антидип и краткая история человечества. Это разные книги. Меня просто подписчики попросили еще в Телеграме краткую историю человечества прочитать какого-то японского автора. Вот. Не знаю, что потом буду делать. Но пока учеников у меня мало, времени хватает на любые книжки. Если у вас есть идеи, какое видео мне сделать, как всегда, пишите, всегда рада.